Я просто очень люблю фуагра. Меня зовут Михаил, и еще я люблю другую еду тоже, да? Я не готовил это блюдо 1000 лет, потому что его просто не было в Москве. Понятно почему. Крупнейшие производители Франция и Венгрия. Нельзя. И иду в магазин, и раз фуагра. Я думаю, откуда? Вы угадаете? Из Беларуси, конечно, да? Потому что теперь они не только делают мидии, креветки и все остальное, но и волшебную фуагра. Поэтому сегодня будем делать фуагра с луком-пореем, не с яблоками и небольшими добавками. Что такое фуагра? Это циррозная печень утки или гуся. Ну, в данном случае у меня утиная печень. Утку принудительно кормят, не знаю чем, наверное, чем-то вкусным. Но в итоге печень превращается вот в такого размера монструозную вещь, да? Я думаю, утке больно, но зато нам будет вкуснее. Что я делаю в первую очередь? Да? Я аккуратно разрезаю фуагра на медальоны. Кстати говоря, нож надо смочить немножко горячей водой. Я разрезаю фуагра на медальоны примерно сантиметр. Во Франции фуагра это примерно как для нас черная икра, да? Только мы осетров убили и все, они утку мучают долго, да? Вот какая-то вещь, очень красиво. Я раскладываю аккуратно на доске. Я объясню почему. По сути дела это жир, масло. И чтобы его приготовить, нужно очень сильно раскалить сковородку, да, и постараться, чтобы жир не растопился. Поэтому, просто лучше, чем секс. Поэтому после того, как я это разрезал, я уберу разрезанные медальоны минут на 5, пока я делаю все остальное, в морозилку, чтобы они немножко прихватились. Медальоны обычно почему-то делают с яблоками, ну, как любую утку, да, типа сладкое. Я сделаю с пареем. Это значительно интересней. Парей имеет такой характерный сладковатый вкус. Я его аккуратно промыл. Парей великолепный гарнир. Ну, помимо парей я еще сделаю тосты. И делаю следующим образом. Беру, разрезаю вдоль. И аккуратно нарезаю тоненькой соломкой. Вот примерно такая у меня будет соломка, да? Проверяю, чтобы не было никакой грязи, потому что в парее бывает часто, где вот листики, да, такая забивается земля. Я его помыл, но тем не менее, как говорил Рейган, доверяй, но проверяй. Он хорошо подходит к мясу ароматному типа баранины. То есть такой, ну, я бы сказал, очень полезный универсальный гарнир. Но сегодня мы готовим не полезно, поэтому кто худеет, не смотрите нас. Ну или худеет неправильно, считает калории. На самом деле утиный жир очень считается полезным, да? От него не толстеют, якобы. Все, это готово. Теперь я разогрел духовку до очень низкой температуры, всего 50 градусов, потому что блюдо делается в несколько этапов. И я буду ставить тарелки по мере готовности туда, чтобы они не остывали. Начну я с простой вещи. Я раскаляю вок. И все знают уже, наверное, да, кто смотрит мой канал, что я очень люблю китайскую кухню, поэтому я добавлю к фуагра кайенский перец. Мне нужно буквально несколько зернышек. Потом я его растолку и посыплю готовое блюдо. Это будет просто огонь. Сычуанский перец это ни с чем не сравнить. Он от него не имеет губы, он дает такой великолепный кайф просто, да? Вот пошел дым, наконец-то. Вот этого мне надо было, да.
перец в ступку. Так. Добавляю сюда растительного масла. И немножко сливочного масла. И я буду пассеровать. Я еще уменьшаю огонь, потому что я не хочу, чтобы у меня лук сгорел. Немножко сливочного масла, буквально 10-15 грамм, да? И весь лук сюда. Его нужно обжарить буквально минуту-полторы. То есть он не должен быть кляклым, он должен быть просто немножко, чуть-чуть размякнуть, да? Немножко соли. Перемешиваю. Это будет великолепный гарнир для моей утиной печени. Ставлю 3 тарелки. Сегодня у меня 2 гостей. Вот, видите, лук у меня стал мягким. Он готов абсолютно. Я снимаю сковородку с огня. Есть такие щипчики для лапши. Нужно буквально немного лука на каждую тарелку. С этим закончили. Я ставлю тарелки в духовку. Духовка чуть-чуть теплая, то есть мне только нужно, чтобы мои тарелки не остыли, да, чтобы еда не остыла. Теперь нужно раскалить сковородку серьезно, чтобы моя фуагра ни в коем случае не расплавилась, а именно пригорела. Вилки. Я буду обжаривать фуагра буквально 5-7 секунд с каждой стороны. Ну, 5-7 секунд. Конечно, я буду обжаривать 15-20 секунд с каждой стороны. Задача, чтобы она стала теплой внутри и не расплавилась, да? Достаю фуагра из морозилки. Немножко, совсем чуть-чуть прихватилось. Этого вполне достаточно. Мне нужно чуть-чуть посолить. Чуть-чуть поперчить. Немножко растительного масла. Теперь все готовы. Действуем решительно, да? Выкладываем. Запах. Соль. Перец. Смотрите, сколько жира, да? То есть это прям масло. Еще 10 секунд. Как я люблю французов за это, а? Это просто, вот надо такое придумать. Мучить птицу для нашего удовольствия. Веганы, не смотрите. Вот какая. А? Шикардос просто. Шикарно, шикарно. Ой. Какая красота. Фуагра, конечно, лучше всего есть с пылу жару горячий. Но если это остудить и оставить, то это почти что как суфле, как паштет. Она просто, я не знаю, с чем это сравнить, только с фуагрой. С фуагрой, да. Кстати говоря, в России фуагра склоняется. Так, еще 10-20 секунд. Проверяю еще, да, еще почти что готово. Я пока достаю тарелки. Тарелки горячие, поэтому кто не терпит температуру, осторожнее, да? Включаю. Кажется, что это немного, но фуагра очень жирная, поэтому реальность состоит в том, что этим можно объесться. Так, что-то мне какой-то
один детский получился. Давайте вот так сделаем. Так, это готово. Убираю обратно. Сливаю жир. Включаю снова огонь. И включаю вторую сковороду, потому что нам нужны тосты. Мы же не можем, как животные, есть жир без хлеба. Круто, да? Значит, когда загорается алкоголь, без паники. Все будет нормально. Видите, все у меня отошло. Мне нужно немножко его уварить и раскалить сковородку для тостов. Я даже сделаю следующее. Я переставлю их местами, чтобы на более сильный огонь стояло это, да, а это на менее сильный огонь. Чуть-чуть добавляю хереса и спокойно ее выпариваю. А здесь я буду делать тосты. Я беру чистую доску. У меня великолепный хлеб, который я все время покупаю. И режу его, ну, чуть меньше сантиметра. Пополам. Давайте сделаем красиво, да? Давайте вот так вот сделаем. Немного гламура добавим в нашу жизнь. Так. Смотрим. Это у меня выпаривается. Это у меня готово, горячее. Я просто выкладываю хлеб на сковороду. Сливочное масло. Мы будем им связывать соус, то, что называется лейзон. У меня плохое французское произношение, но вы поняли, о чем я говорю. Мы берем где-то 25 грамм масла и режем его на кубики. Масло холодное. Так, это у меня готово. Вот какая красота. Шикарно просто получается. Так, это выключаю. Соус почти что готов. Мне не нужно много соуса, да, поэтому я его спокойно увариваю. Мне нужно буквально несколько капель, чтобы пока соус доваривается, я толку в ступке кайенский перец. Готово. Соус. Практически ничего не осталось, но это вполне достаточно. Выключаю. Добавляю все масло. И размешиваю. Масло охлаждает соус и связывает его, да, то есть мне нельзя, чтобы соус расслоился. Ну вот он становится таким шелковистым. Представляете, что можно делать с маслом? Масло и яйца. Два самых великих изобретения человечества, которые позволяют творить чудеса. Потому что все остальное, конечно, это здорово, но без этих двух продуктов счастье было бы неполным. Смотрите, какой соус. Что мне осталось? Мне осталось добавить сюда кайенский перец, потому что фуагра жирная, лук сладкий, тост теплый, и кайенский перец острый. И еще у меня есть сычуанский перец, который сделает так, что мы ничего вообще не почувствуем. Вот великолепно. Сначала тосты, да? Смотрите, какие тосты. Шикарно просто. Значит, я кладу тосты так, чтобы они не отсырели, потому что лучше сухие тосты, чем сырые тосты. Ну и, во-первых, это красиво, как некоторые говорят. Прекрасно. Теперь раз.
2, 3. Мне нужно буквально немного соуса на каждую тарелку. Вот так. Теперь немного сычуанского перца. И моя любимая соль. Буквально. Это соль. Она из-за своей формы немножко хрустит, когда ее ешь, и вкус реально другой. Александр Григорьевич, большое человеческое спасибо. Ну что, пробуем. Нежное, как суфле. Один из моих любимых продуктов. Фуагра имеет очень характерный аромат. Оттеняется острым соусом. И сладким пареем. Фуагра идеально сочетается и с белым вином, и с красным вином. Сегодня я пью белое. Очень сложно остановиться, потому что это, конечно, счастье просто, а не еда. Не зря погибли эти утки от рук белорусских, не партизан, конечно, но пизан. Браво! Подписывайтесь, смотрите, готовьте, ешьте, ешьте много, вкусно, полезно, не полезно. Приятного аппетита! Спасибо!